Вот основная, видимо, задача челнока — это сократили, разорвали. Раз, два, раз, два. Вместе. Тело, ноги, руки целиком и полностью. Смещаемся вперед, назад. Все, начинаем, друзья. Всем привет, с вами Макс Степанов. И сегодня я рассказываю, как отрабатывать упражнение челнок, так называемый. Челнок — это передвижение в боевой стойке. Скачковое упражнение, то есть мы двигаемся вперед-назад в виде такого скачка, нон-стоп. Называется челнок. Что в боксе, что в карате, в принципе, одно и то же. Знаур, да, огромный привет Знауру, который как раз задавал этот вопрос, как работают ноги, как вообще, поподробнее просил меня рассказать про челнок. Итак, ребят, для начала вам нужна боевая стойка, да, чтобы двигаться в стойке, нужно сначала создать эту боевую стойку. Что такое боевая стойка? Садитесь низко, низко. Широко и длинно. Запомнили? Низко, широко, длинно. Вот три принципа. То есть ноги достаточно длинно расставляем, низко садимся и широко. Вам в любом случае это поможет. Это прокачает ваши ноги по любасу. Потом можете там подняться повыше, но на тренировке всегда работайте низко. Вот смотрите, у меня здесь находится мат, татами. Он по метру, то есть это квадратный метр. И где моя находится левая нога, где правая нога. То есть по сути я стою вот в длину метр. Даже чуть-чуть больше вылазит пятка здесь, и носок там. Видите, вот моя стойка. Ну я 1,82 м. Вот примерно прикиньте, да? Такой средний рост. Вот наша стойка. Дальше, смотрите, у меня ноги находятся каждый на своей стороне. Левая здесь, правая здесь. Они не находятся на одной линии. Мы не занимаемся с вами, ребят, тэквондо. Поэтому у нас стоечка должна быть широкая, чтобы можно было бить правой рукой, бедро чтобы работало, и левой рукой. Теперь, что касательно челнока. Выбирайте вот такую линию, например, видите шов. Можете, не знаю, пластырь наклеить или любую, там, не знаю, положить какую-нибудь меточку. И наша задача, смотрите, в стойке скачком пересечь эту линию. То есть мы сближаемся. Прыжок должен быть где-то на длину вашей стопы. И также в стоечке мы уходим назад. Самое главное, чем отличается выпад от скачка, то что при скачке, при челноке, вы смещаетесь вот ровно настолько же, как у вас было до этого. Что я сейчас сказал? То есть две ноги смещаются. И ноги остаются на той же самой длине. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Вид сбоку. Вот линия. Я ее пересекаю и сразу же возвращаюсь обратно. Здесь тоже, как только я сюда прилетел, я сразу же ухожу сюда. То есть здесь очень хорошая нагрузка на ноги, а именно на голеностоп. То есть здесь работает больше лодыжка, стопа, икра работает здесь. Эти мышцы больше под статической нагрузкой. Мы не работаем здесь бедрами. Вот такого быть не должно у вас. То есть у вас монолит, у вас туловище, ручки находятся в статическом положении и ровненько над ногами. То есть вес поровну, ноги загружены и работают только стопы, только лодыжки. Для этого мы пятки чуть-чуть разгружаем. То есть все это происходит движение челноковое. На носочках, можно так сказать. Ну не прямо на носочках, это будет перебор. Мы же не балерины. А делать на передней части стопы. Раз, сюда приземлились. Носочек. Носочек. То есть пятки почти не касаются пола. Вот такое движение. И следим, чтобы у вас тело оставалось над ногами. Ошибка какая? Тело осталось, ноги ушли. Видите? Нельзя. Плохо. Нельзя. Это можно потом шорт сделать, кстати, Макс. Вместе. Тело, ноги, руки целиком и полностью. Смещаемся вперед, назад. И потом на это движение вы можете надевать все, что угодно. И атаки, и защиты. По сути, движение означает, смотрите, движение вперед — это атакующее движение. Стихия атаки, стихия победы, нападения. А скачок назад — это защита, это провокация, это затягивание, да? Это вытягивание противника на себя. И таким образом здесь вы атакуете, здесь защищаетесь. Можно добавить, смотрите, джеб, скачок вперед, отбив ладони, когда вы скачете назад. Кто не скачет, тот москаль. И щуп, 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 вот, вот. Отбив, удар, на скачках. Потом можно это скачковое движение немножко усложнить. Смещаться немножко влево или вправо. Я делаю скачки, челнок. И немножко вот сместился сюда, сюда сместился. Ща.
То есть челнок это упражнение, не обязательно двигаться постоянно челноком. Считается, что челнок это как бы больше спортивное такое движение. То есть, ну типа там олимпийский бокс. Типа настоящие боксеры профессионально, они ходят пешком. Ну короче, все это тоже такое грубое разделение, мифы. Это все, ребята, неправда. Настоящий боксер, ну, нормальный, искусный, который изучает бокс как науку, он должен двигаться и так, и вот и по-разному двигаться. И в одной стойке, и в другой стойке. И скачком, и шагом, и под разножку, и под одноименную. Это и называется мастерство, понимаете? А не так, что засели в одной стойке, и я только скачу, блядь. Или я только хожу, я бью только левой рукой, ну вот это все. Ну, короче, это удел какой-то, ну, такой тупиковый ветвь развития, да? Поэтому осваивайте все способы передвижений, и это даст вам свободу. Свободу двигаться в любом направлении, как вам угодно. Ну окей, челночок, поработайте в левосторонней стойке, через линию. Это как граница. То есть мы пересекаем эту границу и хоп, что-то достали. То есть идея какая? Вы же поддерживаете необходимую дистанцию между собой и противником. А дистанция это предполагает, ну что это такое боевая дистанция? Когда вы его не достаете, и он вас не достает. То есть вы находитесь в относительной безопасности, типа того. И вот скачок, ну идеальное средство, чтобы разорвать дистанцию, сократить и выйти на дистанцию досягаемости. То есть чтобы вы достали его. Но поскольку вы его достаете, и он вас тоже, то вы должны быстрее выходить отсюда. Поэтому челнок, скачок, также поможет вам разорвать дистанцию. То есть вот основная, видимо, задача челнока. Это сократили, разорвали. Раз, два, раз, два. Резко на ногах. Резко на ногах. Колени всегда согнуты. Никогда не стоим на прямых ногах. Всегда согнуты. Работайте. Также поможет вам скакалка, ребят. Вы прыгаете на скакалочке. То же самое. Отрабатываются именно мышцы, работают. Голеностоп, стопа, икры. Вот наше все. Понимаете, для бойца. Также и здесь как бы. То есть мы двигаемся во время передвижения в стойке, вот какие мышцы работают. И также мы бьем вот этими местами. То есть концы конечностей, правильное расположение кулаков, запястий. Перешел от челнока, да, уже все подряд. Это, наверное, уже давайте дальше. Короче, слишком много нюансов, и я готов все это вам рассказать. В каждом видео поделиться с вами, ну, какими-то своими открытиями, потому что занимаюсь этим очень давно. Несколько жизней. Я реинкарнируюсь постоянно в тренера. Сенсей Макс, моя реинкарнация постоянная. Тренирую, 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 тренирую. Поэтому я знаю про это все. И если у вас какие-то будут вопросы, как кулаки, где большой палец, куда смотрит правый, а левое колено, когда напрягать левую ягодицу. А если мне правый глаз подбили? Да всякое бывает. Каким глазом смотреть? Как открыть третий глаз, я расскажу. Аварийный глаз. Глаз подбили, открывается аварийный глаз. Такой третий. Все. И вы все видите сразу вокруг. Ну, короче, вот это все. Все, ребят, если видео понравилось, пишем комментарии, ставим лайки, я уже не буду затягивать. Всех, так сказать, ну вот всем хорошего настроения, слава Украине. Вот, мы побеждаем, и это здорово, силы добра, добро победит. С вами был я, Сенсей Макс. Макс, смени уже угол, ракурс, какой-то угол, блин, с одной точки снимаешь, неинтересно. Блин, сделай как бы, ну, красивое видео, понимаешь, чтобы народ прям, вау, кто там, шу. Сенсей Макс также. Я в каждой жизни Сенсей Макс рождаюсь, и каждый раз я вот тренер.